Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, с вами Николай. Жара, июль, июль уже заканчивается практически. Я был в цветочной завязке, но как-то моя завязка не особо работает, потому что у меня то там мне подарили цветок, то там мне подарили цветок, то там я не устоял. Поэтому сегодня я вам покажу все новинки за июль. Я бы сказал, да, за июль. И, пожалуй, вы знаете, мы с вами начнем с этого замиокулькаса. Вот такой замиокулькас Зензи. Давно мечтал о нем. Посмотрите, какой он красавец. Потрясающий, на мой взгляд, экземпляр. Очень приятный. Мне его привез очень мой хороший друг из Америки. Он приехал в гости, так сказать, в Барселону. Я к нему слетал. Был там с семьей. Мы прекрасно провели время. Он мне привез несколько растений. Вы знаете, для многих это растение абсолютно банальное. У меня сегодня есть оператор, который мне помогает, поэтому камера движется вперед-назад, вперед-назад. Растение, можно сказать, абсолютно банально, но где я живу в Испании, его не встретить. Я его ищу уже, я не знаю сколько времени, очень-очень долго, и наконец-то я его получил, посадил, огромную у него картошки, хорошие клубни, очень хорошо развитое растение, небольшое, компактное, мне очень-очень нравится. Вот такой вот замиокулькас Зензи, мою коллекцию, семейку замиокулькаса. У меня их уже 5 разных. Следующее растение я вам сейчас покажу. Так. Так, друзья, смотрите, следующее растение, на самом деле их 5 в данном горшке, в данной плошке, в такой они стоят. На самом деле они у меня разделены отдельно, хотя, вы знаете, я вот сейчас их поставил, смотрятся они достаточно приятно. Они у меня просто стоят в пластиковых горшочках таких, как кашпо, да, чтобы не были стаканчиками. Но, вы знаете, так тоже смотрится приятно. Это я не устоял, это не подарок, это я не устоял. Я заехал в один из садовых центров, и там продавали в свое время вот такой филодендрон, кстати говоря, Ring of Fire, филодендрон Ring of Fire, огненное кольцо. Продавали вот такого размера одно растение по 17 евро. Вот такого малыша, да, одного продавали. Я на него посмотрел, мне очень понравился, я видел его в взрослом экземпляре и захотел себе его приобрести, но как-то мне стало жалко денег. И вы знаете, я потом заехал, и был кустик, я вам ставлю фотографию сейчас, был кустик, я посмотрел, он был очень пышный, он стоил 38, я вам просто говорю, к сведению, да, цены. Я его разделил, и у меня получилось 5 растений. То есть я не стал его оставлять в группе, так как я знаю, что эти филодендроны прекрасно растут именно по отдельности, они достаточно пышные, широкие. Поэтому вот такая группа филодендронов. Я думаю, в будущем я оставлю себе парочку из них, да, самых таких красивых, самых быстро развивающихся. Остальных либо подарю, либо продам. Но мне они очень и очень нравятся. Смотрите, какая красота. Да? Оператор помогает мне. Вот такие вот 5 небольших филодендронов Ring of Fire. Очень-очень красивые. Некоторые прям с очень яркой окраской кремовой. Даже пошли уже у них такие волны на листьях. Вот такое растение, номер 2. Хотя их тут 5. Так, друзья, следующее растение. Пришли мои собаки. Теперь я не буду давать съемку вести. Пенаки. Так, друзья, вот здесь появилась луна в кадре, но пошла в соседнюю, так сказать, лежанку. Поэтому осталась только луна в кадре. Следующее растение, которое я вам покажу, это вот такой тоже, на мой взгляд, очень красивый экземпляр. Тоже я не устоял, опять-таки. Очень красивый экземпляр. Филодендрон Флорида Гост. Этому растению нужно много света, чтобы листья не теряли свою пестролистность. Иначе они становятся просто зелеными. Поэтому он у меня стоит прям близко от окна. Надеюсь, он будет хорошо расти. 3 листочка на данный момент. Новая точка роста. И посадил я его на опору из мха. Я решил дать ему такую опору. Кстати говоря, вы можете за мной видеть филодендрон кобра. Мне его рекомендовали переставить на опору, и некоторые зрители рекомендовали именно опору из мха. Теперь я понимаю почему. Потому что он просто начинает тянуться. То есть мне придется делать ему опору из мха. Обрезать это вот все длинное. Вы можете видеть эти побеги некрасивые. И постепенно смотреть, как он будет расти. То есть если заводите кобру, друзья, нужна опора из мха. Иначе будет очень нехорошо расти. Так вот, говоря об этом филодендроне Гост, тоже я его увидел, тоже влюбился. Тоже я посчитал, что мне нужно, хотя вы знаете, ставить, хотя нет, есть где ставить, я так располагаю все, что у меня есть где ставить. В общем, я его купил и очень-очень им доволен. Красивое растение, особенно некоторые листья. Кстати, его еще называют иногда в продаже, маленький момент, мятным. Но как я смотрел видео одного знатока о филодендронах, он говорил, что мятный и филодендрон Гост это одно и то же, просто разное количество света. То есть фактически мой выглядит как мятный. Да? Но если он будет стоять на солнце, кстати, мы проведем с вами эксперимент, будет постепенно выращивать новые листья и посмотрим, будут ли они белые или будут оставаться мятными, да? Так сказать,
проверим эту теорию. Вот такой красавчик в моей коллекции. Следующее растение – это огромная тоже моя мечта, которая опять-таки осуществилась благодаря моему другу Исмаилу. Мне он привез этот потрясающий экземпляр. Оператор, подвинемся немного, покажем народу. Вот такой потрясающий красивый Замиокулькас тоже. Опять-таки, я говорю, у меня маленькая коллекция. Замиокулькас хамелеон. Возможно, в вашей стране, кстати, напишите, как он может называться у вас. Он называется иначе, но в США он называется Замиокулькас хамелеон. Тоже он мне очень понравился. Тоже были потрясающие крупные картошечки. Пара листиков повреждена, но это не страшно. Постепенно листья становятся более зелеными, но все равно некоторый цвет на них остается. Молодые же листья, как вы можете видеть, они выходят абсолютно потрясающими, абсолютно красивыми, с потрясающей варигатностью, пестротой такой необычной, да, как будто они, ну я не знаю даже, что с ними, просто они очень красивые, просто хамелеонистые листья. Мне он очень нравится, тоже его посадил в горшок. Горшок для него небольшой, я вам вставлю фотографию, да, вы увидите, какие там огромные были картофели, вот эти клубни, то есть они практически заполняют весь горшок, есть новая точка роста. Мне очень-очень нравится. Спасибо большое моему другу за такой чудесный подарок. 2 Замиокулькаса, это, конечно, космос. Следующее растение, я вам сразу, дабы собаку мою не двигать, как бы мне, давайте Замиокулькас мы поставим здесь временно. Следующее растение тоже, опять-таки, от моего друга. Он знает, что я люблю пеперомии. Это пеперомия капперата вариегатная. Вариегатности на ней пока мало. Вы знаете, почему-то очень дорогое это считается растение. По крайней мере, да, у нас его вообще не найти в США, но тоже дорогое. Вот такая малышка, она стоила ему $20. Вы видите, пошла первая вариегатность на нескольких листочках. Да? Надеюсь, она у меня приживется. Я ее тоже посадил в горшочек. Корневая у нее неплохая была. Надеюсь, она у меня приживется, станет очень пестрой, очень красивой. И тоже будет приносить много-много радости. Да? В мою коллекцию. Кстати, пеперомии летом не очень хорошо себя чувствуют. В целом все растения летом мне начинают очень сильно взрывать мозг. Ввиду определенных причин, да, я, может быть, даже сделаю об этом видео. Но живем, стараемся быть на позитиве. Спасибо всем моим друзьям, которые меня поддерживают в этом нелегком процессе. Вот такая красота. Пеперомия вариегатная. Итак, друзья, продолжаем мой список. Бесконечный какой-то. Следующее растение, это вот такой черенок от Scindapsus Moonlight. Тоже я вообще его не собирался ни покупать, ни заводить. Просто встретился с подругой, и она мне стоит с подарками. Вот один из этих подарков, это был вот такой Scindapsus Moonlight. Все говорят, и я говорю, да, все говорят, что это очень капризное растение. Не знаю, насколько оно будет легкое в уходе. Вы можете видеть, здесь есть воздушные корни. Я, скорее всего, вот эту часть отрежу. И здесь тоже есть воздушные корни. И, наверное, здесь я тоже отрежу. И будет у меня 3 черенка. Проращу их и подсажу, потому что в одну веточку не очень красиво. Но сначала он буквально пару дней с пересадки, он жил у нее вообще в гидропонике, то есть в керамзите, да, там были корни без ничего. Поэтому я его посадил в грунт, надеюсь, он простимулируется, получит больше питания, начнет хорошо расти. Но, честно сказать, по отзыву людей об этом Scindapsus, если у кого он есть, друзья, есть какие-то советы по уходу, пишите комментарии, я буду очень рад. Растение для меня новое, нереально, конечно, красивые листья. Очень красивый. Никогда, опять-таки, не встречал у нас его в продаже. Я знаю, что в каких-то странах он может быть простым растением, но у нас, если кто живет в Испании, смотрит мой канал, знает, что это не найти на каждом углу такое растение. В общем, спасибо, кстати, Майте. Это девочка, которую, я думаю, вы смотрели видео многие. Я был у нее в гостях, снимал ее обзор растений. Вот Майте мне подарила это растение. И, вы знаете, есть еще одно растение от Майты. Даже как-то неловко показывать. Смотрите, потрясающее. Пышная, богатая, как шуба песцовая практически, Хоя линеарис. Вот такие черенки. Я был у нее когда в гостях, она мне показывала это растение, мощное, красивое, мне понравилось. Я знатный вообще разводчик хой, у меня нет ни одной, было 2, обе погибли, пали смертью храбрых. И когда я видел эту Хою линеарис, я думаю, боже мой, за что тебе Хоя, так не повезло. Но она мне ее подарила, она говорит, что она простая, что ей, правда, нужно время, у нее очень маленькие корешки, постепенно она нарастит корни. В общем, посмотрим, что из этого вырастет. Вот такая вот роскошная Хоя линеарис. Даст Бог, она приживется. Здесь 5 черенков, да. Если она вся приживется, то будет такой маленький каскад, крошечный. В общем, надеюсь. Я даже не стал ее убирать из горшочка, изначально, в котором она росла. Подсыпал немного керамзита, чтобы она не была совсем на дне этого маленького горшка. Она мне сказала, что до следующей весны ее не пересаживают. Поэтому будем ждать роста. Такая Хоя, красота. Так, я, видите, я такой уже обленился, не останавливаю камеру.
Так, следующее растение. Это вот такая вот красивая аглоанема. Кстати говоря, друзья, аглоанем, я думаю, у меня будет в будущем больше. Уши слона, если я не ошибаюсь. Мне подсказала моя подруга Анна, тоже, которая знает про аглоанемы достаточно много. Она сказала, что сорт называется уши слона или elephant ear, да? Или слоновье ухо. Вот такие у нее жесткие красивые листья. Очень потрясающее растение. На мой взгляд, тоже вот здесь 4 или даже 5 растений в горшке. Вообще я стал большим любителем аглоанем. Если раньше вы знали меня как Николай Сан-Симан, то теперь я Николай Сан-Симан, да, дробь аглоанема любитель. Я влюбился в эти растения, у меня их есть несколько. Растет у меня, там, кстати, эти аглоанемы стоят. Поэтому я их очень полюбил, мне кажется, настолько они простые в большинстве своем, красивые, мало подвергаются вредителю. За ними просто ухаживать, не нужно их особо сильно поливать, они дают кидетки, то есть они всегда пышные, в отличие от диффенбахии, да, которая может расти палкой, то эти начинают обрастать очень быстро потомством. Потрясающая красота, я очень доволен, я ее купил сам в Барселоне, в одном из магазинов. У нас аглоанемы на острове не найти. Вот у нас удивительный остров, что надо не продают, что не надо завалено все. В общем, вот такая аглоанема попала ко мне в коллекцию. Последнее растение, мой оператор уже на меня смотрит, уже начинает немного кривиться. Видимо, затекла рука. Испанские люди, они не очень приспособлены к труду, поэтому не будем его сильно мучить. Название данной аглоанемы я вам подпишу на экране, так как мне подруга скинула 2 названия данного растения. Тоже аглоанема достаточно простая, да, кстати говоря, с зелеными черешками, это была с белыми, это вот с зелеными, соответственно, она проще, ей нужно меньше цвета. Но тоже попала ко мне в коллекцию, потому что понравилась этими серебристо-зелеными листьями. Мне кажется, роскошный экземпляр, роскошное красивое растение. В целом очень-очень приятное. И тоже я ее купил. Тоже я их провез к ручной клади. И одну и другую просто взял в пакет, пронес в самолет. Никто мне слова не сказал. Замиокулькасы были в тапере, в боксике, в рюкзаке. Я летал с рюкзаком. В итоге я прилетел с кучей растений. Да? Вот такая красота. Кто-то везет брелки, магниты, а я везу растения. Тоже рад ей, тоже у нас не найти, хотя знаю, что простое растение, но не найти. И еще я хочу заказать себе несколько аглоанем, но это уже в будущем. Все, друзья, вот такое новшество, такие новинки. Пожелаем вам хорошего роста. Всем спасибо, кто был со мной. Подписывайтесь на канал, если до сих пор не подписаны. На канале очень много разного контента. Ставьте лайк, пишите комментарий. И до новых встреч. С вами был Николай. Обнимаю, к сердцу прижимаю. Пока-пока.